Добрый день, дорогие зрители и читатели Донской государственной публичной библиотеки. На ваших экранах снова Даниил Борисов, а это значит, что вы смотрите нашу программу «Беседы у камина». Сегодня мы вновь удалились от нашего камина и снимаем выпуск в помещениях редкого фонда Донской государственной публичной библиотеки. Сегодня у нас в гостях российская поэтесса и писательница, арт-терапевт, критик и филолог Надя Делалан. Здравствуйте, Надя. Здравствуйте, Даниил. Сейчас у нас продолжается очень странное положение, в котором мы все застряли. Не совсем понятно, что будет дальше. Как весь этот карантин и все эти странные мероприятия сказались на вас, на вашей жизни, на вашей деятельности? Вы знаете, сначала практически никак, по крайней мере, плохо не сказались, потому что я практически работала дома, да, и так. То, что все остальные сидели дома, меня радовало, да, вся семья. В общем, это было скорее плюсом. Вот. А потом постепенно навалилось очень много работы, да, дистанционные, каких-то курсов, которые надо вести, вот и сейчас тоже. В общем, основная работа тоже никуда не делась, да, сейчас позволяют технологии брать интервью по WhatsApp, по Skype и так далее. Вот. То есть я чувствую большую нагрузку. Для вас, как для преподавателя, для ведущего курсов, переход на дистанционный формат вообще многое поменял? Вот сейчас я уже втянулась. Конечно, есть какие-то минусы, есть какие-то плюсы. Живое общение в некоторых ситуациях, да, вот у нас есть упражнения, например, на литературном мастерстве, на арт-терапии, которые надо делать, из телесно-ориентированной терапии, да, там в парах, еще что-то. Вот, какие-то вещи тоже лучше контролировать очно, да, офлайн. Но, в принципе, со взрослыми людьми это идет хорошо. С детьми я занималась, да, вот тоже вела курсы в школе юного писателя на Воздвиженке. Мы сначала начинали с ними обычно, да, а потом вот в марте перешли на дистанционку. Это было тяжело, потому что с детьми надо все время находиться вот в такой включенности, смотреть, насколько они, да, вовлекать, вот, потому что, они отвлекаются вот так вот. А кто-то хулиганит, например, начинает выбрасывать других из онлайна, поэтому вот с ними пришлось это все немножечко прекратить, а со взрослыми нормально. Это прям какая-то новая форма хулиганства. Новая форма хулиганства, да. Скажите, пожалуйста, вы, помимо того, что вы поэтесса, писатель, вы еще и арт-терапевт. Да. Расскажите нашим зрителям, что это такое, в чем суть? Арт-терапия – это, как понятно, в общем-то, из названия, терапия искусством, и сколько существует видов искусства, да, столько может быть и видов арт-терапии. Например, самое распространенное, то, что обычно люди себе представляют, когда слышат арт-терапия, это рисовать или что-то лепить, да, вот руками делать. Вот. Но там есть музыкальная терапия, она сейчас очень в Европе развита, да, есть танцевальная терапия, вот, есть библиотерапия, вот ее разновидность, да, стихотерапия. Вот я, собственно, занималась именно этим, потому что я по образованию филолог, я училась вот у нас в РГУ, тогда он назывался, потом защищала кандидатскую тоже тогда уже ЮФУ, вот, а докторскую писала в СПбГУ, и она как раз вот посвящена суггестивному потенциалу поэзии, да, воздействию на сознание, измененным состоянием сознания. И так случилось, что это как так случайно и судьбоносно. Я пошла на винзавод, там была выставка современного искусства, там регулярно проходит. Вот. И мой друг Андрей Кочерян, это художник, он тоже из Ростова, да, вот сейчас живет в Москве. Там была его работа, да, его фильм. И он пригласил своих друзей, пошли смотреть, там познакомились с психиатром, который вот работает в психиатрической клинике, просто болтали. И он спрашивал, чем я занимаюсь. Я рассказывала, он говорит, приходите, попробуйте у нас вот повести занятия. Я, конечно, чуть-чуть испугалась, но мне было интересно, да.
Вот. Тем более, что у меня была своя гипотеза, которая, в общем-то, потом не подтвердилась, но мне хотелось ее проверить. Вот. И я пришла, провела первое занятие, писала о том, как проходят наши занятия, писала об этом первом занятии. У меня брала интервью Ольга Балла еще в самом начале, когда я начала этим заниматься. Оно опубликовано в журнале «Знания и сила» и в сокращенном виде, в более полном, на сайте частного корреспондента. Можно просто его найти. Называют, я сказала, да, разноцветными голосами. Вот. И первое занятие прошло очень успешно. Это особенно было видно по одному участнику. Кстати, после этого там не было таких молодых людей, да, ему было 15 лет, у него были изменения шизофренического спектра, он был в такой, в общем, да, стадии обострения. Вот. И мы стали заниматься, да, и вот делали эти упражнения там в парах, да, подготовительные, чтобы как-то войти вот в то правильное состояние открытости, да, чтобы со стихотворением просто легче было совпасть. Вот, но они все эти упражнения, они сами по себе обладают, если пользоваться словами Грофа, да, холотропных состояниях, таким целительным и преображающим потенциалом. То есть, в общем, просто их выполнять уже неплохо. И вот по нему это было видно, да, то есть вот он до этого был очень такой зелененький, да, там ковырял руки, да, не хотел общаться. Когда я у него спросила, любит ли он стихи, он сказал, что нет. Вот. Но он такой фидбэк давал вполне, да, такой вменяемый, он разговаривал, он даже смеяться начал, что-то рассказывал. И ко мне потом просто вот те, кто там сидели, да, из врачей, подбежали с огромными глазами, сказали, так не может быть, он не может себя так вести, это невозможно. И у него потом вот терапия такая психологическая, она лучше пошла. Вот. И второе занятие мы просто сорвали, потому что все прибежали смотреть, вся клиника, что я там делаю, да, поэтому. И я там 4 года проработала, это было очень для меня интересно, я очень многое вынесла, и до сих пор вот так ретроспективно, да, что-то достраиваю в том, что сейчас уже, да, думаю по этому поводу, так что я бы и сейчас там работала, просто не получается по времени. Расскажите, пожалуйста, побольше о методе, который вы используете. Что именно происходит на занятиях по арт-терапии? Если человек никогда не слышал об этом, решил попробовать, чего ему ожидать? К чему готовиться? Ни к чему такому особенному готовиться не надо. Я, в общем, элементы этого использую и на своих занятиях литературным мастерством, да, на курсах, потому что, в принципе, любое искусство, да, обладает этим терапевтическим потенциалом. Да. Недаром люди спонтанно начинают чем-то таким заниматься. Я когда читаю лекции о поэзии, ко мне часто подходят зрители, да, слушатели, и рассказывают свои истории, как с ними произошло, что там одна женщина, она музыкант, и она потеряла мужа. И после того, как он ушел, она чувствовала себя, такой замороженной. Ей казалось, что жизнь проходит просто мимо нее, да, она не жила. И однажды она шла как раз с кладбища, была годовщина, и вдруг она почувствовала, что слова в ее голове начинают складываться в стихи. Это был какой-то такой неостановимый поток. Она даже не могла его никак контролировать, но именно это стало как-то позволило ей снова почувствовать себя живой, да, вернула ее к жизни, потом она научилась как-то это все включать и выключать, но стихи ее собственные, да, ей как-то помогли выйти из этого кризисного, да, состояния. Или мне рассказывал, он сейчас работает телесно-ориентированным терапевтом, Сергей Креницын, это и поэт, и художник, очень интересный, что ему чужие стихи, да, помогали справиться с очень сильной болью. Да, он в больнице лежал, но те стихи, которые он вспоминал или читал, они позволяли ему с этим справиться. Кстати, у Арнольда Миндела, да, есть о австралийском шамане, который тех, кто к нему обращался за помощью, начинал там бить, кусать, чтобы они в криках боли начинали находить свою песню. Да, они находили и исцелялись таким образом. Так что, в общем, это все не странно. А на занятиях стихотерапии мы сначала делаем
вот те самые упражнения, да, они совершенно, ну, как бы из разных областей либо позаимствованы, либо там придуманы, но это все равно, наверное, в каком-то смысле велосипед, да, то есть, ну, какие-то, да, такие просто перестановки в зависимости от вот, требований конкретного занятия, да, вот что я запланировала, мы делаем, то есть там часто бывают какие-то дыхательные упражнения, потому что дыхание – это такая удивительная функция человеческого организма, да, кто это сказал, Лама Нагарика Говинда сказал, да, что дыхание может научить человека большему, чем все философии мира. Ну, в общем-то, да, так и есть. И вот он говорит, что есть такая самая простая медитация, когда ты просто концентрируешься на том, как ты дышишь, как ну, расслабляешься и смотришь внутренним зрением, как воздух входит в нос, да, там какая пауза между вдохом и выдохом, как он выходит. И это тоже очень хорошо работает, да, потому что через дыхание мы подключаемся к бессознательному. Мы дышим обычно бессознательно, да, но мы можем его менять осознанно. Да, мы можем все равно с ним как-то там дышать глубже, быстрее и так далее. Вот, то есть там у нас есть дыхательные упражнения, есть упражнения, как я уже сказала, телесно-ориентированной терапии, потому что, кто это сказал, Вадим Руднев в книге «Новая модель бессознательного», да, он там на манер Лакана дает почти на каждой странице новое определение бессознательному, да, но вот одно из них, что бессознательное – это телесность, да, и в общем, ну как, оно кое-что для нас, ну, такое функциональное, вот, по крайней мере, для меня. Вот, то есть через тело, через какие-то сенсорные каналы, да, мы можем тоже подключиться. И ну, мы знаем, что человек – это такое ну, целостное существо, да, и, в общем, ему важно об этом помнить, и те упражнения, которые мы делаем, и сама поэзия, да, вот они на это все работают. Вот. Мы делаем упражнения, которые позволяют ну, через язык, да, немножко действовать на сознание, например, преодолевать речевой автоматизм, да, или дрессировать свой детектор коррекции ошибок. Да, это термин Бехтеревой. Я его встречала у нее в такой итоговой книге «Магия мозга и лабиринты жизни». Вот, и она пишет о том, что ну, вот у нас там, не знаю, в мозгу, в сознании есть такое образование, да, детектор коррекции ошибок, который позволяет нам соотносить свои действия с каким-то паттерном, да, правильности. То есть, вот, допустим, мы выходим из дома и ну, сами себя переспрашиваем, выключила ли я газ, там, утюг, сняла ли с плиты борщ. Вот, это важно, да, это правильно, это нормально, то есть, ну, это позволяет нам там, не накосячить и, в общем, оставить там, нормальную квартиру, да, она там не сгорит без нас. Вот, но если мы едем уже в машине, допустим, на работу, да, или там в автобусе, продолжаем себя изматывать и там, думать, что мы дверь не заперли, да, и потом все равно возвращаемся и проверяем, да, она заперта, но мы себя помучили. Это уже невроз, это уже такой перетренированный детектор коррекции ошибок. Но фишка в том, что даже нормальный, абсолютно здоровый детектор коррекции ошибок, он мешает по Бехтеревой, да, мешает творчеству, и она говорит, что вот попробуй воспари, да, там в какие-то империи, если тебя за фалды хватает твой детектор коррекции ошибок. Это, ну, очень понятно, потому что творчество – это всегда выход за рамки, за границы, да, вот дозволенного, обычного и как бы, ну, нормы, да. Вот. И поэтому это тоже очень важный момент, ослабить его, даже, ну не то что ослабить, но уметь его ослаблять на то время, когда он нам мешает, да, вот как бы немножко раздваиваться, об этом тоже очень много пишут, вот у Юрия Дружкина есть такое понятие, как непатологическое раздвоение сознания, да, и вот он приводит слова из дневников Федора Шаляпина, когда тот выступал, он говорил, вот я, когда пою на сцене, я с одной стороны тотально там присутствую, да, и, в общем, полностью этому отдаюсь, а с другой стороны, как бы наблюдаю за собой со стороны, вижу все детали, да, что вот здесь вот я там, ну, там чуть-чуть где-то хрип, да, вот здесь вот скрипнула половица, здесь там у меня недочищен ботинок, да, то есть вот как бы вот такое небольшое в этом есть раздвоение. Потом мы, конечно же, сами очень много пишем, и тоже к этому есть разные подходы.
да, читаем чужие стихи, слушаем, да, там, например, мы слушаем, я читаю людям стихи без слов, да, то есть я читаю стихотворение, оно так, да, и слушаю, и рассказываю о своих впечатлениях, и как ни парадоксально, иногда это бывает точнее, да, чем вот когда я потом, да, потому что без слов мы как бы ничего не говорим нашему рациональному сознанию, а поэзия, она вообще, ну, по большей части обращается к бессознательному, да. Просто мы так привыкли, да, вот нам надо переучиваться, нас в школе, там, не знаю, в детском садике, в университете учат все анализировать вот с помощью рацио. Вот. Потом разноцветными голосами интервью называется, да, вот там читаем стихи я наполняюсь разными цветами, да, или участники, вот мы это слушаем, тут даже смысл не в том, чтобы, да, угадать, какого цвета в данном случае голос, а в том, чтобы применить какой-то немножко другой способ восприятия, да, активизировать внутри себя. Вот. Потом, что мы еще делаем, Ну, много чего. Так и не перескажешь. Вот. Хорошо, давайте немного отойдем от арт-терапии и перейдем к непосредственно поэзии. Давайте. С чего у вас началось такое близкое с ней знакомство, такие тесные отношения? Сложно сказать, да, потому что вот, ну, начала я писать, Юрий Лорес, это бард, очень хороший, говорит: Надь, не говорите, что вы начали писать стихи с рождения и даже раньше. Вот. Но я начала в 6 лет, я помню, как это произошло, я просто захотела, ну, я подумала, да, не написать ли мне стихотворение, села и написала. И оно до сих пор меня очень сильно удивляет тем, что вот оно совсем не похоже на такие прекрасные, гениальные, расшатанные, да, немножко рваные стихи детей, да, вот они действительно, как вот они не знают правил, да, это вот соединение, оно исключительно, ну, вот даже непонятно, как это сделано, да, вот действительно талантливое. А у меня оно было написано как вот такого матерого графоманища из какой-то такой очень затхлой литературной студии с соблюдением всех, да, там правил рифмы, ритма, даже как-то так лесенкой было выстроено откуда-то. Вот. И, ну, оно, ну, вот в моем понимании это очень плохой, да, графоманский текст. Вот. От человека, который хорошо знает правила. Да? Ну, это очень странно. Вот. А потом я уже начала писать, ну, дальше, да, там, позже, ну, просто писала, да, это была какая-то такая, ну, какая-то привычка, вот, которая сохранилась. Есть распространенное мнение, которое часто правдиво, что чтобы грамотно нарушать правила, нужно их знать, да. К этому вопрос: насколько нужно поэту филологическое образование? Или достаточно просто начитанность? Или, может быть, даже начитанность в некоторых случаях не так уж и важна? Я думаю, что нет никакого правила, да, потому что если мы посмотрим просто на тех поэтов, которые, ну, ныне действующих, например, да, или прошлых лет, то понятно, что, ну, конечно, самое главное — это одаренность, талант, да, и там уже как человек с этим обходится очень по-разному, да, и талант тоже бывает разный совершенно. Вот. Мне филологическое образование никогда не мешало, оно как-то вот прекрасно встроилось во все, чем я всегда интересовалась, что я любила. Вот. Другое дело, что, например, я часто вижу людей, которые после литинститута перестают писать, да? Но мне кажется, тут дело не в том, что у них какие-то есть избыточные знания, а в том, что как раз там перетренировывают этот детектор коррекции ошибок, причем достаточно зверски. Там просто, ну, принято вот какой-то спортивный такой подход к этому всему, да, вот там очень жестко всегда разбирают. Да, ну то есть вот как бы те, кто это прям выдерживает, это какие-то монстры, да, но это даже не говорит о силе их таланта, да, это просто вот их человеческие какие-то качества, которые им позволяют, ну, не сломаться, да, там как-то не... А с другой стороны, вот мне кажется, что поэты часто, они, ну, должны быть, как бы, ну, какой-то элемент их профпригодности, что они чувствительны, да, к разным вещам, в том числе, наверное, и к критике какой-то жесткой, да, когда их там несколько раз опускают, ну, как-то вот, может, это и нехорошо. Ну вот это может навредить, да, в результате. А у вас как сложились отношения с критиками?
Вы знаете, сейчас, по-моему, просто, я просто очень радуюсь всегда, когда что-то пишут и о стихах, и о прозе. И, мне кажется, это важно для, просто понимать, что тебя читают, да, там как-то думают о том, что, это важно любому человеку в любом диалоге, да, важно, чтобы его слышали, как-то на него обращали внимание. Это, в принципе, такая естественная потребность, поэтому, я всем очень довольна. У вас есть какая-нибудь любимая критическая статья о вашем творчестве? Если говорить о самых недавних, да, и, наверное, это правда, мы плавно перейдем к моим рассказам «Пьяного просода», да, я как раз недавно на этот вопрос отвечала в каком-то из интервью, на него уже сравнительно много написано отзывов, хотя, он не так давно вышел, да, он, правда, вышел дважды, но все равно не так давно. И прекрасные совершенно рецензии, от Александра Чанцева на Годе литературы, замечательная, от Натальи Мелехиной на портале «Литература», в «Знамени» такая очень нежная, романтическая рецензия от Владислава Китика, и еще, да, много хороших, но я для себя особенно выделяю нашу переписку с культурологом, которого я сегодня уже упоминала, Юрием Дружкиным. У него есть книга «Техника художественного транса», да, и он поэтому, наверное, так много смог увидеть в моем романе, да, и какие-то я просто для себя открытия сделала, когда я его читала. Начиналась такая полноценная переписка, то есть он писал, я отвечала. Она опубликована, кстати, в интернете у Веры Зубаревой в литературной гостиной, можно ее почитать. Да, то есть наверное, это самое для меня, по крайней мере, да, какая-то самый ценный отзыв, потому что он открывает то, что я сама не замечала. Скажите, а насколько по-разному для вас ощущался опыт создания прозаического текста и поэтического текста? Вы знаете, я всегда как-то настаивала на том, что работают в сознании разные механизмы, да, когда пишутся стихи, когда пишется проза, и в чем-то это так, да, в чем-то это так. Например, стихи, они как-то всегда очень ненавязчивые, да, они могут прийти, и, если я могу их записать, да, я могу их проигнорировать, и они просто растворяются, да, такого нет, они, уходят. А проза, она все время каким-то фоном существует, и она, сейчас я пишу уже что-то долгое, да, раньше у меня было очень короткое дыхание, да, я могла писать только что-то, что, укладывается в день, например, да, там рассказ. И, собственно, эта книга, она собрана из этих новелл, которые написаны в разное время. И проза, она как-то все время где-то есть, да, и я могу на нее отвлекаться, что-то приходит в голову, да, я могу сама себе там быстренько написать что-то, что может какая-то реплика или какой-то поворот или что-то еще, какая-то деталь, да, то есть она где-то рядом, пока пишется. Один из писателей, с которым я уже общался, сказал, что проза больше все-таки ремесло, а поэзия сильнее зависит от вдохновения. Насколько это правда? Я не знаю, я думаю, что... мне нравится то, что сказал Костюков, да, что поэзия, она больше связана с языком, да, то есть, это, собственно, в общем, это именно это, наверное, не то, что не его изобретение, да, что для поэзии язык — это не столько средство, да, передачи информации, сколько это вообще цель, да, это не... А для прозы больше все-таки средства. Но проза, она творит мир, да, она создает этот мир, в котором ты живешь, и должен выдерживать какие-то проверки на прочность. А что касается ремесла, я думаю, что человек, это правильно, да, понимать, как можно, да, как использовать какие-то инструменты, да, и в поэзии, и в прозе, хорошо, когда человек много знает, да, и когда он может когда он не изобретает велосипед, да, когда он на что-то может опереться, когда он все-таки, хотя бы после того, как написал стихотворение, может его сам как-то оценить. Это сложнее, наверное, да, потому что дистанция со своим текстом все равно
ну, как у психологов, да, все равно ведь нужно да, там, к другому психологу идти, да, если у тебя какие-то есть вопросы к себе. Вот, но я думаю, что, ну, что такое ремесло, да, если говорить, что там нет вдохновения, да, есть только ремесло, то, ну, я не соглашусь, а ремесло нужно, да, и вдохновение без него как бы нельзя. Продолжая тему вдохновения, где вы находите для себя его источники? Что вас вдохновляет? Ну, вы знаете, вот как раз вот эта работа Дружкина, да, техника художественного транса, она в какой-то, ну, она с одной стороны создавалась для того, чтобы ну, как-то улучшить, прокачать восприятие искусства, да, но он стал вести занятия, например, художников, и вот они сказали, что теперь у них проблема вдохновения, ну вот где найти, ее нету, да, то есть вот они теперь могут ее, ну, как бы себя вводить в это правильное состояние для письма. Вот. Но у меня такой необходимости просто нету, да, я же не то, что, да, там какой-то такой, мне кажется, это нужно, да, если это связано с, ну, не знаю, с какой-то выживаемостью, да, тебе надо это потом продать или как-то, вот. А так, ну, для меня это, ну, приятный сюрприз, там, не знаю, что, то есть, ну, вот я, там, стихотворение или что-то просится, я это записываю, а нет, но у меня еще очень много других занятий, да, и, в общем, как-то у меня даже нет времени сосредоточиться на том, что, да, если чего-то нет в этом смысле. Скажите, а как у вас складывались и складываются отношения с издателями? Ну, вы знаете, да, там вот я недавно как раз видела какую-то новость, да, там написано, что так прорвалась донская поэтесса в, значит, московское издательство «Монстр» или что-то такое, мне так смешно стало, прям такой себя казачкой почувствовала, коня на скаку, да, и в издательство прорвется. Вот. Но я как-то особо не прорывалась, да, и наоборот, вот, ну, всегда стараюсь ну, слушаться того, что происходит. Я знаю, что если что-то не складывается, да, я буду как-то упорствовать и настойчиво себя вести, то, в общем, оно получится, но я пойму, что мне это было не очень надо, да. Поэтому я стараюсь прислушиваться к тому, как все идет. Вот. И, ну, раньше я прозу не издавала. Хотя нет, у меня вот есть еще книжка, но она детская. Меня попросили написать о Нине Искренко, да, в серии «Женская история для детей». Вот. Это ее биография. Вот она вышла раньше, чем рассказы «Пьяного просода», чуть-чуть. Вот. Прозу, да, я как-то не помню даже, как это было, кем инспирировано, да, но вот я собрала, и замечательная есть критик Валерия Пустовая, она как-то вот, ну, мне всегда очень помогает во всем. И она отнесла в Эксмо. И там какое-то время эти рассказы лежали, вот, а потом что-то мне там, она передала, что надо посылать через сайт, в общем, я же работала в Эксмо, да, и я подумала, что, ну, наверное, это такая форма отказа, а я уже настроилась издать эту книжку, и я написала или позвонила Дане Курской, это поэт замечательный и издатель, да, вот у нее свое издательство «Стеклограф», в основном поэтическая, но проза она тоже издает. Вот она мне в 2019 году издала книжечку стихов. Мой папа был стекольщик, мне очень нравится, как она получилась. Вот. И я говорю, ну вот, а можно прозу? Она говорит, да, конечно, да, здорово. Вот. И я села, выбрала, ну она говорит, только там объем не может быть большой. А у меня было довольно много рассказов набралось. И я выбрала самые-самые 10. Ну смотрю, как-то они лысо смотрятся. И думаю, надо их как-то объединить. И села и написала буквально за полдня вот такую рамочную композицию, да, ну вот так вот выглядит книжка, которая вышла в «Стеклографе». Вот. И ну, получилось как-то удивительно удачно, да. Обложку здесь рисовал мой друг, швейцарский художник Даниэль Ганаль. Вот он такой художник-карикатурист, поэтому она такая забавная. Сзади я похулиганила и разместила ну, высказывания
всяких великих людей как бы об этом романе, да, там Александра Пушкина, Льва Толстого, Виктора Пелевина и Пьера де Лаланда. Вот. Ну, вот так вот, да, получилось. А потом, когда уже здесь в стеклографе начали делать макет, внезапно в Эксмо появилась какая-то возможность вообще издавать всех, ну, не всех, но побольше людей в электронном виде. Вот. И мне Лера тоже сказала: Надь, ну давайте. Я говорю, ну да, думаю, если в электронном, то это будет хорошо, почему нет, можно издать. А потом оказалось, что эта книжка понравилась, ее хотят издать в бумаге. А в бумаге уже в 2 издательствах как бы было не очень хорошо. И там, а отказаться уже тут я и не хотела, да и не могла. Вот. Но потом все как-то так посовещались, сказали: да нет, ладно, тогда пусть издается и здесь, и мы издадим в бумаге и в Эксмо, потому что ну, тираж маленький, и все. И Дана сказала, что она не против, что Эксмо это круто, и она от всех прав откажется. Я все права отдала Эксмо. Вот, и вышла вот такая книжка буквально недавно, если «Просот» вышел в 2020 году, и умудрился вот в Данином издательстве, который вышел, войти в лонг-лист премии НОС. Это очень круто, да, вот как бы так взять с первой книжкой прозы туда попасть. Вот. И вот буквально в конце января вышел уже в Эксмо. Здесь на обложке иллюстрация Бориса Кукина, это ростовский художник и мой крестный сын по совместительству. Сегодня вот будет презентация в библиотеке, и будут выставлены его все иллюстрации для этой книги. Их было 10 изначально, но потом взяли вот только 3. Вот на обложечку и вот здесь, вот Анна Фарзат с этой стороны, вот с этой. Мне кажется, это ну, дико красиво. Вот, все очень красиво. Вот, вообще книжка мне безумно нравится, она вот и выглядит как-то классно. Еще мне очень нравится, что здесь плохая бумага. Вот, потому что когда я везла с бука, да, авторские, то есть ну, там авторские мои было 10 штук, Борины авторские 4 штуки, потом мы позаказывали еще 6 и 7, да, я думала, что в общем, почти 30 книжек, я думала, что это будет очень тяжело, сейчас буду вызывать такси, а я еще весь день всюду ездила, и мне очень не хотелось этого делать, и я поняла, они как пушинка, она легенькая, да, и я донесла это вообще так напевая просто. Вот. А кроме того, то, что тут такая бумага, да, это значит, что никто не рубил деревья, и моя совесть чиста. Это все, да, из переработанного сырья. Вот. Здесь на обложке высказывания уже совершенно существующих, да, людей, осознанные высказывания. Здесь вот фрагмент предисловия, которое написал Алексей Сальников. Это прекрасный современный прозаик, один из моих любимых. Вот, ну, вы его знаете, наверное, по Петровым в гриппе, да? Да. Серебренников будет экранизировать. Потрясающий совершенно роман. Вот, опосредованно, там как раз о поэзии, которая шла, там, не знаю, по разряду каких-то таких средств фармакогенных для изменения состояния сознания. Вот. Потом здесь вот фрагмент из рецензии Чанцева, высказывания Ольги Бала и Соломона Волкова, того самого, который вот, с Бродским делал интервью. Вот. Так что прямо такая книжка крутая получилась. Давайте пару вопросов о проблемах именований. Почему де Лаланд? Ну, вы знаете, наверное, не потому, что я хотела, да, что-то скрыть и как-то кого-то обмануть, потому что все знают, да, мою фамилию настоящую, и в Википедии, да, я там значусь именно по фамилии, да, де Лаланд уже там, ну, это кто-то писал, да, я не знаю, я бы, наверное, делала через де Лаланд, вот, но там тут через Черных пошли, и все знают, да, вот, и, наверное, это было скорее даже от потребности как раз здесь, ну, не знаю, сказать правду, потому что у меня было на тот момент, когда я брала псевдоним, ощущение, что стихи — это не то, что связано с моей обычной жизнью, да, это какая-то параллельная вселенная, и странно называть это биографическим именем. Я всегда была против того, что, да, стихи выводились из биографии наоборот, и на тот момент это было как-то вот очень, очень естественно и правильно. Я училась в университете на 4-м курсе, вот, и взяла этот псевдоним из творчества Набокова, да, то есть у него есть такой сквозной закадровый персонаж Пьер де Лаланд, который
ну, когда его спрашивали, да, Набокова, кто на вас повлиял, там, не знаю, Пруст, Кафка, да, выискивали, говорил, нет, никто, только Пьер де Лаланд, и цитировал его там слово о тенях, да, со ссылкой на том, страницу. Вот, но потом выяснилось, что это такая его мистификация, да, это его персонаж. И вот, ну, на тот момент мне понравилась еще эта игровая какая-то, да, преемственность, что вот на него повлиял его собственный персонаж. Вот, и как это фонетически звучит, да, Надя де Лаланд, мне показалось забавно, да, вот, то есть я в это не вкладывала никакой экзальтированности, да, а вот мне казалось, что ну, так весело. Вот, а потом уже как-то, ну, уже не хотела ничего менять, хотя вот это ощущение, что стихи совсем не связаны со мной, да, оно прошло, что они откуда-то из другого вообще приходят измерения, не знаю, пространства. Вот, то есть я как-то стала чувствовать, что я совпадаю, да, вот с собой больше, что это все, в общем, какое-то естественное продолжение меня, но уже как-то приросла, да, вот эта вся история. Хорошо. Второй вопрос о нейминге. Рассказы пьяного просода. Это ваше название или все-таки издательское? И почему? Мое, видите, мы даже сохранили его для второго, хотя издатель предлагал мне, Юлия Селиванова, да, вот редактор и издатель в Эксмо, она, ну, у нее было предложение поменять, но я вот как бы не была против, но мы просто стали обсуждать, я говорю, вот в принципе другое название, если текст будет по большому счету тот же самый, там я внесла какие-то небольшие правки, но все-таки это тот же текст. Наверное, вот как-то немножко вот это смущает, да, а потом, если бы, ну, обычно новое название для того же текста придумывает, если, ну, текст как-то, ну, не попал вот в эту волну, да, вот, и ему дают новое дыхание, чтобы вот он мог заново о себе заявить, его услышали. А поскольку уже много кто написал, да, он как-то, в общем, правильно встроился, то даже, ну, хорошо как раз пользоваться вот этой энергией, да, то есть чисто таких, не знаю, соображений, да, продвижения книги, не хотелось этого терять, поэтому мы оставили. Это мое название, я тоже недавно вот в одном из интервью, как раз в интервью, которое выйдет на Бук24, его брала Лена Кукина, вот, мама Бориса Кукина, у нас такая семейственность там, вот, и вот она спрашивала, да, как это возникло, это забавно возникло, мы вот, ну, ночью что-то смеялись с мужем, и я вот как-то думали, как назвать, я с ним советовалась, думала, вот какой-то из названий новелл, там, то ли «Зеркало», то ли «Зрение», то ли «Живые камни», вроде как и неплохо, да, но вот что-то не то. И потом я уже не помню как, вот пришло это рассказы пьяного просода, мне это понравилось, я сама себе там в телефончике отправила по почте, вот, и, значит, заснула. А утром прочитала, вот, думаю, своим безумием оно как-то вот очень, очень хорошо. Хотя вопросов возникает много, вот каждый раз где-нибудь там позже кто-нибудь приходит, да, там, и не из френдов, да, кто первый раз видит, говорит, вот вопрос сразу, а кто такой просод? Вот, и, ну, мне оно нравится. У нас есть традиционный последний вопрос, который мы всегда задаем. Что вы могли бы посоветовать человеку, который только начинает писать, 3 самых главных, самых важных вещи? Ну, вы знаете, я обычно советую, я не знаю, уложусь ли я в 3, я никогда их не считала, но мне кажется, что очень важно прислушиваться к себе, да, то есть это должен быть ваш голос, потому что, ну, если человек пишет, не просто вот пишет и пишет, да, и никакого этому значения не придает, никому не собирается показывать, да, у него есть какие-то писательские амбиции, да, вот мы об этом говорим, да. Вот, то, конечно, очень важно вот это все не испортить. Вот, но это не значит, что не надо читать других поэтов, да, особенно современных, надо, вот, но тоже постепенно, потому что человеческое восприятие, да, оно устроено, ну, таким образом, что оно движется как бы от темы к теме, да, там, от известного к чему-то неизвестному, постепенно, да, то есть мы не можем сразу перескочить, если ваш опыт читательский остановился там в золотом веке поэзии, да вы сразу начнете читать, там, не знаю, Месропяна, нашего ростовского, да, замечательного поэта, вот, вам будет сложно, вы ничего там, может быть, не поймете, вы поплюетесь, да, и скажете, фу, это современная поэзия, вот, не то.
Вот. А вот, ну, как бы постепенно, да, проходя какие-то ее этапы, которые, в общем, она сама проходила. Погрузиться в контекст. Да, вот. И, конечно, ну, мне кажется, что хорошо ознакомиться и с какими-то учебниками по, ну, тропов, да, с какими-то изобразительно-выразительными средствами. Помню, я еще в детстве с удовольствием читала Гаспарова стихи, у него такое есть, там по одной страничке на каждый какой-то, да, троп, и с примерами, да, с определение, пример, да, если не ошибаюсь, да, как, на что оно работает, да, для чего. Вот, ну, это познавательно, я это не учила, да, никак не зазубривала, я просто прочла, это было интересно, это правильно, как-то просто знать. Вот, и мне кажется, хорошо писать, я вот как-то брала интервью, ну, просто писать и писать, да, брала интервью у Людмилы Зубовой, и она рассказывала, что она в детстве, Людмила Зубова — это прекрасный филолог, замечательный поэт, и она вот как раз в докторантуре у меня была научным консультантом. Она в детстве ходила в какое-то литературное объединение, и вот их преподаватель сказал, что вот надо писать много и часто, потому что, ну, представьте себе балерину, которая, да, скажет: ой, сегодня я не пойду там батманы бросать, потому что у меня вдохновения нет, да. Она пойдет, и она будет это делать, да, там как-то, ну, все равно, без всякого вдохновения, просто потому что иначе она как бы, ну, потеряет форму. Вот, поэтому просто пробовать писать, да, там как-то не тренироваться. Вот. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо вам большое за просмотр. Ищите нас во всех соцсетях Донской государственной публичной библиотеки и не забывайте читать хорошие книги. До свидания.